Приветствую, с вами Антон Кузнецов, и это канал Видоврата. И сегодня у нас тема, как наша школа Видоврата, проводит письменные консультации на тему предназначения. Или можно назвать эту тему более подробно, что такое предназначение, какие типы предназначения бывают, как это связано с миссией человека и смыслом его существования, и как можно найти ответы с помощью ведической астрологии, а особенно такого подхода, как Тантра Джотиш, на все эти важные вопросы для человека. Казалось бы, что эта тема уже банальная, то есть уже всем надоевшая. Предназначение, да, найди свое предназначение там, за 3 коротких шага. Вот. Но я хочу рассказать не только о том, что такое предназначение, откуда оно берется, почему его можно узнать, и как мы это делаем на основании методов и подходов ведической астрологии и тантра Джотиша в нашей школе Видоврата. То есть я скажу, как мы анализируем и интерпретируем карту человека, немного открою нашу внутреннюю кухню, вот, и скажу, что человек получает в результате письменной консультации. Хотя, возможно, не обязательно письменная консультация, это можно сделать через видеосвязь, просто там большой объем информации, и человеку трудно это все на слух, систематично усвоить, понять и запомнить. Итак, как обычно, напоминаю, что наши видео основаны на письмах наших зрителей, на вопросах наших спонсоров. И в последнее время, когда мы сделали, во-первых, анонс нашего нового назовем, продукта, да, услуги, письменной консультации на тему предназначения. Вот. А более того, когда люди уже эту консультацию получили письменно, они задавали подобные вопросы. Откуда у вас так много знаний о предназначении, почему вы так подробно его описываете и даете не один какой-то ответ, не набор профессий, не набор талантов, способностей, так называемых сил, вот, а делаете целое глубокое исследование всего человека целостно и 3 его основных типов предназначения. Но чтобы это понять, нам нужен некоторый фундамент. Поэтому я скажу несколько слов о самой теме предназначения и о самом понятии. Потому что без понимания, что такое предназначение, у нас будет разная интерпретация и применение этого слова. Значит, во-первых, предназначение – это нечто очень важное, и если человек предназначение не выполняет, то, поэтически говоря, да, его жизнь теряет смысл, его существование не наполнено смыслом. И есть очень много заблуждений на эту тему. То есть даже ведические учителя, ведические астрологи, духовные люди говорят, что предназначение – это то, о чем ты мечтаешь, и если ты это получишь, ты станешь счастлив. Это не так. Многие говорят, что это любимое занятие. Это тоже не так. Часто есть такое утверждение, что предназначение – это то, что делаешь с удовольствием. Не всегда так. Если повезло, так, а чаще всего не так. И многие говорят, что предназначение – это тот способ, которым я зарабатываю деньги оптимальным, естественным, природным способом. Тоже не так. Зарабатывание денег и предназначение близкие, но разные вещи. И поскольку я люблю лично этимологию, происхождение слов, то я дам ответ с точки зрения самого слова предназначения. Во-первых, это назначение, и там есть приставка «пред». Предназначение. Назначение, которое было прежде известно, прежде назначено. То есть предназначение – это то, что было заранее назначено человеку и было известно до его рождения, или как минимум в момент его рождения. И поэтому оно есть в карте рождения этого человека. Оно не меняется в течение жизни, оно не трансформируется, не эволюцирует, оно уже заранее дано. Если кто-то хочет что-то создать, то у него есть идея, смысл создания. И эта идея определяет то, как это будет создано. И потом, конечно, можно по-разному использовать то, что создано. Мы знаем, изобретения были сначала для одного, а потом их стали использовать по-другому. Но сама идея, смысл создания, оно принадлежит Творцу, который создал нечто, как предмет, вещь, инструмент.
так и открытия, так и живых сущностей. Вот. И поэтому предназначение, то, что было известно заранее и дано свыше. То есть не сбоку, не снизу, а свыше. Как мы называем высшую силу? Творец, Бог, род. Это уже как бы зависит от вашей философии, мировоззрения, религии и конфессии. Но это дается заранее и свыше. Поэтому, если мы это понимаем, человек сам не может назначить себе миссию. Он должен следовать тому, что ему назначено. Хотя, благодаря свободе воли, он может и не делать. Но, как говорится, ему же будет от этого хуже. И яркие подобие или метафора, чтобы все это лучше понимали. Вот создается какой-то инструмент или прибор. И сам инструмент, прибор не придумывает себе цель и задачи, которые он будет выполнять. И человек – это инструмент, скажем, в руках Бога или в руках природы. Поэтому он сам не придумывает себе цель и вытекающие из этого задачи. Тот, кто создал человека, там есть разные варианты, либо его отец, либо его род, либо его предки, либо Бог, Творец, Всевышний. Вот. Он уже заранее знал, для чего нужен этот инструмент. И заранее уже даны способности. Точно так же прибор или инструмент выполняет ту функцию, которую в него вложил создатель. Допустим, там мастер, изобретатель, кто там делает приборы и инструменты. Изготовитель, можно сказать иногда. Вот. И это подтверждается ведической философией. Вот. Там говорится, что высшее предназначение – это назначенная обязанность. Это высший долг. На санскрите это слово дхарма, но дхарма имеет несколько десятков значений. Это и закон, и путь эволюции, и так далее. Вот. Но тут в контексте, как говорил Махариши Махеш Йоги, дхарма is allotted duty. Дхарма – это назначенная обязанность человеку. Кем? Понятно кем. И выполняя эту обязанность, он понимает, что он живет не зря. Он существует ради чего-то. Это что-то стоящее, важное, настоящее. Вот. И действуя это, он должен что-то выдавать вовне. Это должна быть деятельность. Не обязательно физическая. Да? Иногда это может быть деятельность разума, деятельность интеллекта, творческая деятельность. Даже наведение порядка – это тоже деятельность. Да? Ответы на вопросы – это тоже деятельность. И где мы наводим порядок? Вовне. Кому мы отвечаем на вопросы? Вовне. Поэтому выполнение этой назначенной обязанности идет от человека изнутри вовне. И тогда он чувствует, что он ценен. Ценен как тем, кому он что-то выдает, как называют получателям, потребителям, клиентам, заказчикам, покупателям. Как он ценен тому, кто его создал с этим набором функций и способностей, и он умело, правильно, достойно пользуется тем, что в него вложено, как способности, функции и силы. Вот. Но это кажется снова абстрактным, философским, поэтому я скажу, что это имеет практическое жизненное значение. Вот. Пойдем от обратного, да, от противного, от противоположного. Если человек не знает, ради чего он живет, тогда его существование примитивное. Даже это недостойно имени человека, да, статуса человека. Это в основном выживание и потребление. Вот, родился, детский сад, школа, дом, работа, да, женился, родил детей, пенсия и смерть, да? Или поучился, поработал, заработал, отдохнул. Вот иногда это даже еще сокращается, да? Поел, посмотрел в экран и лег спать. Раньше смотрел в экран телевизора, сейчас в экран компьютера или телефона. Как 3 задачи человека. Поесть, посидеть в интернете и поспать. Это напоминает мне анекдот из сети Фидо, которому, как минимум 30 лет. В этой шутке есть очень много истины. Там часто повторялась такая фраза. Настоящий хомяк должен сделать в своей жизни 3 дела. Поесть, поспать и умереть. Вот, может быть, для хомяка это предназначение, но если человек не знает, ради чего он живет, нет у него смысла, миссии, его пути, его дела, тогда он превращается в какой-то мере не совсем в человеческую сущность. Это примитивная жизнь.
Хотя внешне многие так не понимают, ну, не замечают этого, да. Вот внешне нормально, да, то есть человек имеет работу, имеет друзей, имеет там дом, машину, ездит куда-то отдыхать. Внешне все хорошо, нормально, как говорят, а внутри у него пустота. И это подтверждают много людей, которые как бы внешне успешные, они достигли больших карьерных или финансовых успехов, но не понимают, зачем это все нужно, то есть не знают своего предназначения. И они разочаровываются в жизни и в своих достижениях, в том, что имеют. Из-за этого так возникает много кризисов, ну, среднего, зрелого, это возраст где-то 44 года, у кого-то 36. Вот, поэтому правильное понимание предназначения дает нам нетипичное отношение к достижениям, успеху. Оно дает нечто большее, хотя не такое материальное, а абстрактное. То есть появляется у человека внутренний компас, мера для оценки всех жизненных решений. То есть мне сейчас отдохнуть или поработать, выпить чай или кофе, там, пойти туда или туда, встретиться с каким человеком, переехать в какой город, в какую страну. Знание предназначения дает вот эту универсальную меру оценки, компас. И тогда, а мы знаем, что у нас есть огромное количество выборов, как мелких, да, там купить белого цвета или черного цвета, так и крупных. С кем быть, каким быть, где жить, что делать. Имея вот этот компас, человек находит себе способ делать правильный выбор. Ну, там такой пример, допустим. Это действие или решение, оно помогает моему предназначению, то есть поддерживает мой главный смысл существования, или уводит от него. Это очень как бы абстрактный, осознаваемый, но четкий критерий. И еще чем важно предназначение, у нас бывают у всех тяжелые времена, то есть приходят жизненные испытания, может быть связанные там, с болезнями, с материальным упадком, с геополитическими, политическими, экономическими ситуациями. Мы испытываем потрясения, и нам трудно, и имея как бы привычные материальные опоры, да, там, диплом, запас денег, запас еды, на что мы надеемся, да, там, на пенсию или на ну, какие-то материальные конкретные вещи. Это все может быть рухнуть. Экономика может рухнуть, там, компьютеры, сети, сайты могут исчезнуть, да, телефоны могут разрядиться. И тогда что остается? Остается нечто абстрактное, которое у человека нельзя забрать. Это смысл, ради которого он живет. Вот, и те ценности, на основании которых он идет к этому смыслу. Иногда ценности это умения, навыки, мастерство, иногда это знание, иногда это понимание, философия. Вот. Но это абстрактные ценности, и у человека можно лишить жизни, но отобрать у него смысл и его ценности нельзя. Вот. Поэтому этот смысл дает человеку возможность не сломаться и не страдать во времена тяжелых испытаний, которые, как вы знаете, мы сейчас проходим, и я в других видео об этом подробно говорил. Вот. Поэтому, если я знаю, ради чего я живу, и исходя из этого, какие мои ценности жизни, тогда у меня есть так называемый маяк. Вот это эмблема нашей школы. Маяк как ориентир, куда двигаться. И часто будут такие обстоятельства, которые изменить нельзя. Но я знаю хотя бы на основании каких ценностей я действую в тех условиях, в которые я попал. Вот. И есть ведическая поговорка, да, знание лучше незнания, да, свет лучше тьмы. Вот. Поэтому не обязательно знать свое предназначение, но лучше знать. Поэтому следует знать свое предназначение. И теперь вторая часть этого видео, то есть как мы проводим письменную консультацию по предназначению, что мы делаем внутри и что человек получает вовне. Ну, во-первых, вот это все введение мы человеку объясняем, чем предназначение не является, что это не связано там, с должностью, профессией, социальной ролью или какими-то его особенностями, чертами характера. Это не хобби. Хотя иногда это совпадает, но бывает это частный случай, исключение. Вот. И мы стараемся человеку объяснить, что это нечто важное, высшее, как вот назначенная обязанность, как главный высший долг перед тем, кто для него вышестоящий.
То есть или перед Богом, или перед отцом, или перед родом, или перед наставником. Но это высший долг. И там нет как бы вот, как в проекте, каких-то временных рамок. Все, я свое предназначение исполнил, теперь я могу отдохнуть. То есть оно выполняется всю свою жизнь. Это путь, как иногда некоторые говорят. Вот. Оно не связано там с социальными особенностями. Общественная этика, там, условности государства или сообщества, да, социальная мораль, это меняется. А смысл, он не меняется, потому что он очень глубокий. При этом абстрактный, но стабильный, надежный, вечный. И что мы еще объясняем, что предназначение не равно счастье, не равно радость. Многие говорят, что предназначение это то, что радует, то, что дает счастье. Нет, радует нас много чего. И предметы, и вещи, и люди, и еда. И счастье дает тоже нам много чего. Вот. И поэтому есть большое отличие между удовольствием и удовлетворением. Да, вот по-английски enjoyment или happiness и satisfaction. На украинском языке задоволення и вдоволення. Вот. Это удовольствие и удовлетворение это разные вещи. И предназначение дает человеку удовлетворение. Ну, можно назвать счастье с большой буквы. То есть мужчины исполнение предназначения ощущают как удовлетворение. Это устойчивое состояние осмысленности жизни, внутренней наполненности, в духе, в сознании, в своей сути. Вот. И тогда у моего действия есть смысл. Исходя из этого действия я совершаю деятельность, получаю результат, и я говорю, я этим удовлетворен, я живу не зря. Женщины то же самое описывают как счастье. То есть вот моя жизнь наполнена чем-то высшим смыслом, может быть человеком очень важным для меня, может быть каким-то деятельностью или идеей, которая для меня важна, лучше, чтобы человеком. Вот. И тогда вокруг вот этого главного смысла как оборачивается, собирается вся моя жизнь. То есть это такая целостность, гармония. Это дает ощущение счастья. Хотя, в принципе, это одно и то же. Теперь, как бы, по пунктам, да, введение или базис. У человека есть сознание и восприятие, дух и душа, да, как вот Сурья и Чандра. То, что он осознает, и то, что он воспринимает, ощущает, чувствует. И поэтому важно, в каком состоянии сознания, то есть духа Сурьи, и в каком состоянии восприятия, то есть чувствования души Чандры находится человек. И это дает ему подсказки, как лучше осознавать свое предназначение, и как лучше чувствовать подсказки, да, указания пространства в отношении своего предназначения. Иногда это тонко чувствуется, иногда это называют интуицией, но это тонкое чувство. Тонкое сознание, тонкое чувство. Тут же важно, в каком состоянии человек находится, как вот, есть 5 типов сознания, да? Земное, водное, огненное, воздушное и эфирное. Вот. И исходя из этого, как бы человек по-разному относится к своей цели жизни. Не к предназначению, а как к цели. То есть люди пространства, они ищут знания или понимание. Люди воздуха, они ищут впечатления. Иногда познание, иногда исследования. Люди огня, они живут ради достижений. Иногда власть, владение, иногда влияние на кого-то, ведение кого-то, лидерство. Люди воды хотят получать приятный, спокойный опыт жизни, приятные ощущения, приятные отношения и так далее. А люди земли ищут чего-то объектного и практического. Иногда выживания, иногда материальных получений. И это человеку лучше помогает понять, в каком состоянии сознания, восприятия и в каком отношении к цели жизни он будет потом выполнять одно из 3 своих типов предназначений. Опять же, от противоположного. Человек делает деятельность вовне, и иногда он хочет получить конкретную выгоду, да, то есть получение желаемого, доход, а лучше прибыль или зарплату. И исходя из этого деятельность, это один вариант деятельности. Иногда он хочет получить статус, положение в обществе. Иногда карьеру, иногда репутацию, иногда признание, иногда популярность.
Вот это амбиции, это быть на вершине статуса, положения. Это другой тип деятельности, и там о деньгах речи не идет. Иногда он хочет действовать в обществе, чтобы получить внешнюю одобрение, даже признание. Признание, как вот окружение считает его ценным. Может быть, он мастер, может быть, он талантливый, у него есть какая-то ценность. Мастерство, дело, знания, умения, навыки, философия. Вот. И тогда люди говорят, что это ценный человек. Он мастер, да? Иногда наставник, иногда учитель. Это третий тип деятельности, но это все не предназначение. Вот. И теперь, если мы приходим к предназначению, есть три реальности жизни человека. У нас очень много видео на эту тему. То есть в каких трех реальностях живет человек, когда он в действительности. Потому что когда он вне действительности, он может жить в виртуальной четвертой реальности, в иллюзорной. Но когда он в действительности, он может либо взаимодействовать с объектами, это внешняя реальность, социальная, объектная, проявлена. Иногда он может жить внутри в ощущениях, это внутренняя реальность, это реальность ощущений и отношения к этим ощущениям, или к тому, что эти ощущения вызывают. И иногда человек что-то осознает. Это высшая реальность, реальность осознания, понимания, смыслов. Вот. И поэтому человек может идти по пути предназначения в одной из трех реальностей. И это не три одновременных предназначения, а одно из трех. Те, кто занимаются ведической философией или джотишем, это так называемый дхарма трикона. Но есть различия. Вовне это мое внешнее проявление. Иногда социальный формат, иногда моя внешняя ценность, социальная ценность, общественная ценность. И тогда я это оформляю, это моя форма, сварупа. Иногда я проявляю свою внутреннюю природу, да, это тогда внутренняя реальность. Это то, что мне дано природой. Мои природные способности, природные функции, природные склонности, что мне дано от природы, пракрити. И третий, наиболее редкий вариант, кто я в самой глубине, какова моя глубокая врожденная суть. И даже не природа, как совокупность качеств, да, а как вот моя идентичность, моя суть, сущностность. Иногда говорят там самость или состоятельность, но это моя идентичность, кто я, какова моя самая глубокая суть. И это свабхава. Исходя из вот этих трех реальностей, у человека есть три пути и три предназначения. Внешнее предназначение – это социальное, общественное. Внутреннее предназначение – это врожденное, природное. И высшее предназначение – это осознаваемое преднзнание. Может быть духовное, может быть родовое, но это осознаваемое высшее. Вот. И мы даем на консультации описание подробные, очень подробные трех предназначений. То есть во внешнем это быть в чем-то мастером, либо экспертом, носителем знаний или других внешних ценностей. И какие при этом применять свои способности и функции. Внутреннее предназначение. Чем я вдохновлен, что меня одухотворяет, что меня мотивирует, да, это немного похоже на хобби, да, вот. Это вдохновение, одухотворение призывает человеку что-то создавать, творить. Чаще всего это творение, созидание, или как минимум творчество. И творить можно не только предметы, вещи, там какие-то изделия. Творить, рождать можно идеи, творить, создавать можно порядок. И детей тоже можно рождать, то есть творить. Вот. И высшее предназначение – это проявление своей самой глубокой сути. И это самый утонченный и абстрактный смысл существования. Иногда это говорят такой красивой фразой «быть собой в самом глубоком понимании, осознании этого слова». И поэтому карта рождения показывает три варианта, три пути выполнения предназначения. И человек имеет право выбрать любой один из трех. Но одновременно три он выполнить не может, потому что нельзя идти одновременно в трех направлениях или плыть в трех лодках сразу. Вот. При этом у человека есть некоторый багаж из прошлого, прошлый опыт, и нужно использовать его с пользой. То есть прошлое должно быть использовано с пользой, и это указано в карте рождения, как правильно применять свое прошлое.
Вот. Кроме того, у человека есть отношение к будущему, к тому, что будет, к будущему опыту. Вот. Это может его делать энергичным и сильно мотивированным. Это может заставить человека двигаться быстро и эффективно вперед. В том числе в контексте быстрого движения по своему пути предназначения. Кроме того, у человека есть некоторые преимущества по отношению с большинством или средним человеком и какие-то уязвимости. Это вот модная фраза: мы расскажем вам о ваших силах и слабостях. Силы — это очень многогранное понятие, да, как и энергия — это понятие, которое имеет огромное количество значений. Это значит преимущество как силы, как возможности, которые человеку присущи и которыми он отличается, выделяется от других. Вот. А уязвимости, которые называют слабостями, это наоборот то, что для него опасно, то, что для него может быть таким испытанием критичным, и чего лучше всего избегать, в том числе при выполнении предназначения. Далее, как и внешнее, социальное, общественное, так и внутреннее, природное, и тем более высшее предназначение, оно очень может быть эффективно, осознанно и выполнено, если есть, как он называем, не помощник, а ведущий. Вот. Во мне это может быть авторитет. Авторитетный учитель, авторитетный преподаватель, авторитетный мастер, который уже в чем-то мастер, а я могу этого мастерства у него обучиться. И в природной реальности человек чем-то вдохновлен, и я от него заряжаюсь своим вдохновением. Он что-то творит, созидает, он одухотворяет и те творения, продукты, которые он создает, и одухотворяет людей вокруг. И мы от него загораемся, зажигаемся. И тем более в высшей реальности, там, где все наиболее тонко и осознанно, там наставник, который уже прошел некоторый путь этого высшего предназначения, он может мне пройти его более эффективно, быстрее, совершая меньше ошибок. Да, то есть не совершать тех ошибок, которые уже кем-то были совершены. Вот, поэтому наличие ведущего, проводника, иногда авторитета, иногда мастера, иногда учителя, иногда наставника, мне поможет в более эффективном выполнении предназначения. Кроме того, у человека будет то, что нужно преодолеть, испытания, препятствия, трудности и даже кризисы. Вот, и нужно быть к ним готовым. Вот эти вот испытания, они могут быть либо тем, что ослабляет человека, либо тем, что усиливает. Это вот модная фраза «точки роста», да, или как места роста. Вот, поэтому следует знать, какие, назовем их, испытания, трудности ждут меня в жизни, особенно в контексте выполнения предназначения. И их нужно использовать не как то, что мне нужно преодолеть с трудом, а как то, что мне позволит благодаря этому усилиться и найти так называемые скрытые резервы. Как шутят коучи, да, то есть кризис — это хорошо, это возможность найти новые решения. Иногда это может помочь, когда у меня кризис в выполнении предназначения. Опять же, есть такая немного уже банальная, но важная фраза. Важно найти свое место в жизни. И иногда это просто найти свою комнатку, квартирку, да, ячейку, свою должность, должность, да, то, что я занимаю в социальной структуре, а иногда найти свое место в этом более абстрактном, но более важном понимании. Куда я движусь? Почему туда я движусь? И на основании каких ценностей я точно знаю, что сам путь движения туда для меня ценен и важен. Я иду в правильном направлении, и я еще не дошел, и в контексте предназначения это не та точка, до которой мы дошли и остановились. Но само движение туда дает мне ощущение, что я движусь в правильном направлении. Чтобы это лучше понять, мы даем человеку на консультации 3 вопроса утром и 3 вопроса вечером. Утром он может правильно спланировать свой день,
и сделать максимально что-то полезное для выполнения своего предназначения, благодаря этим 3 вопросам. А вечером, благодаря этим же подобным вопросам, он может перепроверить, не ушел ли он со своего пути, не потратил ли он время зря. И это очень распространенное явление, и мы, когда это замечаем, это уже поздно, и мы жалеем о потерянных ресурсах, как минимум о потерянном времени. Вот я делал что-то неважное, несущностное, неценное, суетное, несрочное, потратил на это много времени, и у меня либо нет, либо очень мало осталось времени или ресурсов, как минимум времени, чтобы делать что-то стоящее. Поэтому как вот льву львиную долю, да, и чему-то важному нужно отдавать большую часть своего ресурсов, как минимум времени. А остальное все, которого много, да, обязанности перед членами семьи, обязанности перед соседями, обязанности перед социумом, да, это нужно тоже делать, но это должно быть не главным, не самым важным. И как вторичное выполняться в оставшееся время от главного. И тогда в жизни будет ощущение, что да, я живу не зря. Я не погряз в мелочах, в суете и в быте, или как еще говорят, в ненужных подробностях. Вот. Тогда будет меньше сожалений, меньше разочарований, более эффективно будут тратиться мои ресурсы. Как вот время, так и силы, энергия, здоровье и материальные и другие ресурсы. Вот. Это делает человеку собранным, как целостным, гармоничным в хорошем смысле этого слова, не сбалансированным, а гармоничным. Мужчинам это дает уверенность и удовлетворение. А женщины в таком состоянии ощущают радость и счастье. И напоминаю, что все эти знания мы не придумали. Вот, мы взяли их из древних источников, таких как книги Брихат-самхита, автора Вараха-михиры, и книга Брихат-парашара-хурашастра, авторы Махариши Парашары. Вот, и взяли из наших книг, которые тоже мы написали на основании полученных знаний от учителей. Это книги о грахах, книги о чакрах, книги о карте рождения и ее интерпретации, и различные подходы системы ведической астрологии, которую мы называем тантра-джотиш. То есть знание через прямой опыт, знание через ощущение, через непосредственное восприятие и иррациональное знание в том числе. На этом я буду завершать. Напоминаю свою просьбу, если у вас есть вопросы или предложения по темам для следующих видео, присылайте нам на email. Email вы знаете. Просьба моих помощников-организаторов, если у вас есть мнение, напишите его в комментарии к этому видео. Если вы знаете, кому это видео будет ценным или полезным, поделитесь этим видео с таким человеком. Но только если он его правильно поймет и оценит. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. С вами был Антон Кузнецов, и это канал Ведаврата.